Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Лена Лайф. Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у Лены во влоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Ну а Лена поехала в Москву. Как она нам и обещала, в принципе, да, но дело в том, что елочки обещанные, заявленные, так сказать, да, Леной, мы так и не увидели. Эти елочки будут показаны уже Леной в следующем влоге, который выйдет, я так понимаю, уже завтра или послезавтра. Почему? Потому как видео у нее оказалось очень длинным, около часа оно длилось, и Лена для того, чтобы все в один влог не вмещать, решила разделить на два влога. Ну, с одной стороны, это правильно, с другой стороны, этот влог у нее длился 20 минут. Значит, следующий будет длиться 40 минут. А Лена боится, что до конца, мол, не будет досматривать. А мне кажется, что 40 минут... Такая продолжительность — это очень много. И досматривать до конца будут только обзорщики. Да-да, те самые обзорщики, которых Лена не жалует, мягко выражаясь, грубо говоря. И, кстати говоря, именно благодаря обзорщикам, то есть тем людям, которые просматривают до конца ее влоги, у Лены и CTR средний, более-менее высокий. И, конечно же, у нее и средняя продолжительность просмотра тоже растет. А вот эти все показатели, конечно, очень любит YouTube и продвигает видео Лены все дальше и дальше. Так что обзорщики несут пользу каналу Лены. Но Лена этого не понимает. Ну, конечно, еще неизвестно, сколько минут будет ролик длиться, который Лена выпустит завтра. Возможно, Лена на монтаже что-то вырежет. Возможно, и нет, посмотрим. Но, судя по всему, ролик предполагает быть очень и очень длинным. Минут 40. А так как Лена, мы знаем, особо не монтирует, значит, так она его оставит в таком первозданном, так сказать, виде. И если там только елочки Лена будет показывать все 40 минут, то CTR сразу упадет. Ну и, понятное дело, средняя продолжительность просмотра тоже вслед за CTR потянется. Так что Лене надо будет подумать, как же лучше ей смонтировать ролик так, чтобы досмотрели его все до конца, а не только обзорщики. Ну а Лена в Москве, она идет на Красную площадь и по дороге зашла в магазин «Армения». Никогда там не была раньше, и вот теперь вот решила посетить. Увидела, сколько стоят коньяки. Конечно, заоблачные цены, понятное дело, 350 тысяч и около того. Но были, конечно, подешевле, 15 тысяч. Лена сказала, что она не любит коньяки. А я думаю, если бы там коньяк стоил бы не так дорого, да, а чуть дешевле был бы, то, я думаю, Лена полюбила бы и коньяки тоже. Но пока Лена любит только просекко, да. Только шампанское Лена любит, да. Потому как шампанское подешевле. Но, насколько я помню, у нее были бутылки от вина, да, не от шампанского, а просто от вина у нее были бутылки где-то там вот на кухне, на полу и еще где-то вот в кадре мелькали. И поэтому не могу сказать, что Лена только шампанское любит. Так что, да, и глинтвейн Лена из вина, понятное дело, себе готовила. Так что немного Лена покривила душой снова, как мне кажется. Не только просекко Лена любит. Рождественская ярмарка на Красной площади. Ну и, конечно, много магазинчиков всяких разных, лавочек, где продают всякую всячину. Перчатки, вот Лена говорит, наверное, на иностранцев рассчитаны все эти товары, потому как все очень дорого. И вот, например, перчатки стоят 1000 рублей за пару, а вообще они стоят 100 рублей за пару. Мол, кто тут купит, да? Ну, я так хочу сказать, что у Лены магазин тоже весьма своеобразный. Я бы на ее месте назвала бы магазин «Три дороги». Почему? Потому как втридорого все продает Лена, точнее, перепродает Лена и Оксана в своем магазине. И почему она считает, что она и Оксана могут такую вот наценку делать на товар, а вот эти вот люди, которые работают в этих самых лавках, ну или хозяева этих самых лавок, они не могут наценку сделать сумасшедшую, могут. Вот и делают. Но видите, Лена считает, что тут на иностранцев рассчитано. Все, да, товар на иностранцев рассчитан. Скорее всего, Лена считает, что и ее платье тоже рассчитано на иностранцев. Но только вот какой иностранец заинтересуется подобными моделями, я, конечно, сказать не могу. Но если верить Лене, у нее прекрасно раскупают и не иностранцы, то есть соотечественники,
все раскупают, да так вот активно, что бывает, что приходится очень срочно собираться и ехать на почту отправлять эти самые посылки. Ну, а Оксана, как заправский упаковщик, все это дело может красиво упаковать. В общем, да, работают девочки в поте лица и жалуются. Лена, кстати говоря, в прошлом влоге, она жаловалась, что так это все тяжело, и товар надо купить, и товар надо как-то вот в шоурум определить, и надо зайти в одну соцсеть, рассказать, что там есть какой товар, да, и надо и в WhatsApp зайти, в WhatsApp, и одно надо, и другое надо. В общем, целая куча каких-то неудобств. И вот бедная несчастная Лена, мол, пожалейте ее. Так если так все это трудно, то зачем этим заниматься? Надо найти что-то более простое. Зачем мучить себя? Вот это я понять не могу. Значит, все не так плохо, значит, все не так тяжело, но Лена, опять же, должна обязательно сказать, посмотрите, вот я для вас стараюсь, а вы ничего этого не цените. Ай-яй-яй, какие вы плохие. В следующем магазинчике продавалась Кона пицца. Очень интересный вариант пиццы, который продавался в рожке, как вот из-под мороженого якобы, да. И того так и названо это Кона пицца, то есть пицца в конусе, да, вот в рожке, в конусе. Но Лена это поняла по-своему, говорит, Кона пицца это конская. Ох, Лена, конечно, Лена конская, а как иначе? Как вообще Лена приплела сюда коней, я, конечно, понять этого не смогла. Но раз Лена решила, что это конская, значит, это конская пицца какая-то. Вот и смех, и грех с ней, вот честное слово. По дороге к очередному магазинчику предлагали попробовать десерт. Какое-то печенье, чешский десерт. Лене дали попробовать, Лена с удовольствием взяла и взяла сразу 2 кусочка. Ну, так получилось, случайно, я так думаю. А может и не случайно, кто его знает. Поела, но тут же, конечно, облила грязью, да. Говорит, очень все холодное, вот на морозе. Все холодное, твердое, но ничего, все равно можно есть. Но и так как Лена очень голодная, ей это все зашло. Да, именно так Лена и сказала, зашло. Опять же, не понимаю, почему Лена не старается исправить свою речь, и почему она допускает в своей речи подобный сленг. Идет вся такая из себя тетя в шубе. Как-то вот надо соответствовать, да, образу. Но нет, ей зашло. Ну, раз ей зашел этот десерт, значит, уже хорошо. Теперь вот производитель этого десерта в огромном долгу перед Леной. Лена оценила. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Лена говорит, сейчас бы, мол, ей все зашло, потому как она давно не ела. Простите, давно не ела это что, с утра не ела? Утром позавтракала и поехала в Москву. Ну, нормально, почему бы и нет. Но видите, для девочек это уже очень большой перерыв. Надо срочно поесть. Кстати говоря, Оксана попадала в кадр. Ну, а посмотрим, что нам покажет Оксана. Попадет ли Лена в кадр Оксаны? И, конечно, я не знаю. Но надо смотреть еще влоги Оксаны. Еще пока не смотрела. Думаю, что вряд ли. Лена старается не показываться во влогах Оксаны. Ну и Оксана, соответственно, старается не снимать Лену, потому как у Оксаны менее мощные фильтры на телефоне. И Лена боится, что ее увидят почти во всей ее красе. В следующем магазинчике продавались сувениры какие-то, игрушечки какие-то. Ну и Лена замечает, говорит, вот игрушки, мол, тут советская тематика. Думаю, о, интересно. И тут же Лена добавляет, вот мадам из Карлсона. Думаю, а с каких пор Астрид Линдгрен стала советской писательницей? С каких пор Карлсон это герой советских каких-то сказок? Ой, Лена. Что такое Швеция, Лена, видимо, не подозревает. И как звали эту самую мадам из этого самого мультфильма, из этого произведения о Карлсоне, Лена, видимо, забыла. Лена это была Фрекенбок. А мадам она была бы, мадам Бог, если бы она вдруг жила бы во Франции, а так как она жила в Швеции, значит, никакой мадам там и рядом быть не может. Но видите, у Лены свои представления о том, как называют женщин в каких странах. В другом магазинчике предлагали купить облепиховый чай с лимоном попить. Но Лена как-то иначе это все интерпретировала. В принципе, как всегда, да, все по-своему. Говорит, глотнуть хочется, вот глотнуть хочется. То Лена сглатывает, когда видит более-менее аппетитное блюдо. Что с Леной творится, непонятно. То глотает, то сглатывает, да уж. Лена.
В следующем магазинчике продавали платки. Красивые, хорошие. И Лена говорит, вот это павловские платки. Ну, вроде как павлово-посадские платки, насколько я знаю. Хотя, возможно, есть какие-то еще и павловские платки. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Но, насколько я знаю, павлово-посадские. И Лена идет дальше, говорит, мол, кто-то скажет, это вчерашний век, эти платки, мол, но Лене нравятся. Но почему же вчерашний век? Лен, запоминай, вчерашний день или прошлый век. А вчерашний век ты прям вот слепила и век, и день, и прошлый, и вчерашний. Только ты так умеешь. Лена, это талант, наверное. Кстати говоря, вот мы и выяснили, какой талант у Лены. Лена умеет совмещать несовместимое. А впихивать невпихуемое, интересно, Лена тоже умеет? Или только совмещать несовместимое? Просто интересно. Ну а дальше Лена делает логическое умозаключение. Говорит, телефон ледяной от мороза. Браво, Лена. Да, он ледяной и именно от мороза. Ты права. Ну вот таким вот получился у меня обзор влога канала Лена Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.